Привет! Меня зовут Сергей, и сегодня я расскажу вам историю. Эта история называется «Красная шапочка». Да, вот эта девочка, она красная шапочка. Ну что, вы готовы? Поехали! Жила-была одна маленькая девочка. Вот она у нас. Эту девочку звали Красная Шапочка, потому что она всегда ходила в этом платье красном, и у нее был этот красный капюшон. Ну, все говорили просто Красная Шапочка. И вот однажды мама этой девочки, она приготовила пирожки. Да? Что такое пирожки? Пирожки — это вот у нас такие вкусные, да, вкусные русские пирожки. И мама Красной Шапочки сказала ей, чтобы она взяла эти пирожки, положила в ее корзинку, да, у нее есть маленькая корзинка, положила в корзинку и отнесла их бабушке. Да. У Красной Шапочки есть бабушка. Вот, эта бабушка, она живет здесь далеко в лесу. Вот. И мама сказала Красной Шапочке: «Красная Шапочка, когда ты будешь идти по лесу, иди по дороге и не сходи, да, не сходи с дороги и ни с кем не говори». Красная Шапочка сказала маме: «Хорошо, мама, я поняла». И она пошла, да, пошла по лесу. Когда Красная Шапочка была в лесу, да, это лес, она увидела красивые цветы. Они были чуть-чуть дальше от дороги. И Красная Шапочка, она сошла с дороги, чтобы собирать эти цветы. Но кого она там встретила? Она встретила там волка. Да, вот, волк. Волк увидел Красную Шапочку, подошел к ней, сказал: «Здравствуй, Красная Шапочка, а что ты здесь делаешь?» А она ему сказала: «Я иду к бабушке, да, я несу пирожки, да, пирожки для моей бабушки». Волк говорит: «А где живет твоя бабушка?» И она сказала волку точный адрес, где живет ее бабушка. Не знаю почему, но она так сделала. И волк сказал: «Ну хорошо, тогда давай пойдем вместе к бабушке, только я по одной дороге, а ты по другой дороге. И посмотрим, кто пойдет быстрее». Вот. Так они и сделали. Красная Шапочка пошла по долгой дороге, а волк, он побежал быстро, напрямую, через лес к бабушке. Когда волк пришел к бабушке, бабушка, она была у себя в спальне на кровати. Да, кровать у нас есть. Вот это у нас такая кровать. У бабушки есть. Да, вот она у нас. И бабушка сидела на кровати, она чуть-чуть болела. Вот. И волк пришел, он постучался. А бабушка говорит: «Кто там?» «Это я, твоя внучка, Красная Шапочка», сказал волк. Ну, бабушка плохо слышит, она подумала: «О, это Красная Шапочка». Бабушка сказала:
ты потяни за веревочку, и дверь и откроется. Да? Там есть такая у нас дверь, да, у дома бабушки, и есть веревочка. Да? Веревочка это такая вот, вот веревочка. И если волк, он потянет так, за веревочку, то дверь откроется. Так волк и сделал. Он потянул за веревочку, и дверь открылась. Тогда волк, он зашел и съел бабушку. Да, он съел бабушку, и после этого он одел одежду бабушки. Вот, он одел ее одежду и тоже лег в кровать. Он стал ждать, когда придет Красная Шапочка. В это время Красная Шапочка шла медленно, медленно по лесу, и потом она пришла, да, к дому бабушки. Красная Шапочка тоже постучалась и услышала: «Кто там? Это я, Красная Шапочка, баба». И она услышала, что голос бабушки был такой странный. А волк сказал: «Ты потяни за веревочку, и дверь и откроется». Так сделала Красная Шапочка, да? Она потянула чик за веревочку, дверь открылась, и она зашла в дом. Тут она сидит у кровати с волком. Она говорит: «Ой, бабушка, а почему у тебя такие большие руки?» А волк говорит: «Чтобы я могла тебя покрепче обнять». «А почему у тебя такие большие глаза?» «Чтобы я могла тебя лучше видеть». «А почему у тебя такие большие зубы?» Да, зубы. «Чтобы я могла тебя съесть», сказал волк и съел. Да, съел Красную Шапочку. Перед тем, как волк съел Красную Шапочку, Красная Шапочка, она очень громко закричала: «А-а-а!» Но он уже ее съел, но это был очень громкий крик. Крик. И это услышал дровосек. Это дровосек. Он зашел в дом, он не стал тянуть за веревочку, он просто взял его топор, это топор, он сломал дверь, зашел в дом, увидел волка, он сказал: «Ты, волк, ты съел бабушку и маленькую Красную Шапочку». Волк говорит: «Нет, не я». Но тогда он взял топор, и он убил волка, и он его живот, да, здесь он разрезал, так, открыл его, и оттуда, из живота волка, была живая Красная Шапочка, вылезла и бабушка. И они сказали: «Спасибо тебе, дровосек, ты спас нас». Он сказал: «Без проблем». И он пошел дальше на работу, чтобы рубить дерево. И мораль в этой истории такая: Красная Шапочка сказала, что в следующий раз она будет слушать ее маму, не будет говорить с другими людьми или животными, а также она не будет уходить с дороги, да, не будет сходить с дороги, будет идти только по дороге. Вот такие дела. Thank you guys for watching this video. I hope you really enjoyed it. And if you really like the style and the format and you feel like this really helping you, I recommend you to check out my new full course from A0 to A1, going through this method, but not just some random stories. It's very structured, step by step. We call it guided comprehensible input. This way each lesson will get harder just by a little bit more, and you will learn very naturally, very fast. Check out the link right here,
and in the description below. And for the first 50 users who are gonna come for this course with the promo code, you will get a discount of 20%. Go check it out. Thank you for watching and see you next time. Пока-пока!